Коллеги, ура! Простите, пожалуйста, нас за это опоздание, но, видимо, московская жара нас всех довела, и наши мозги тут плавятся, и техника наша плавится. Мы, к сожалению, не искусственный интеллект, который мы сейчас так активно обсуждаем с вами весь июнь. Бывают вот такие накладки. Я надеюсь, что вы воспользовались этим временем с толком, налили себе прохладительных напитков, чтобы в ближайший час с нами провести с толком. Мы продолжаем с вами цикл лекций с профессорами MBA. Весь июнь мы с вами обсуждаем тему искусственного интеллекта. Сегодня у нас будет уже третья лекция в этом блоке. Две предыдущие можете найти в записи на нашем сайте в разделе лекции с профессорами MBA. Настоятельно вам рекомендую их посмотреть. Много пользы, много интересного. Сегодня мы продолжаем. Третья наша лекция будет посвящена искусственному интеллекту без хайпа. Так она у нас называется. Реальная польза, сложности и ограничения. Вот все, что касается искусственного интеллекта. Ждем мы в эфире профессора Вибханшу Абхишека. Это доцент бизнес-школы Пола, Мериджа Калифорнийского университета Ирвайне. К нам очень скоро присоединится. Модерировать эту лекцию буду я. Меня зовут Екатерина Столярова. Настраивайтесь. Я очень коротко сейчас, чтобы времени уже не красть у нас, расскажу об организационных моментах. Во-первых, трансляцию можно смотреть на русском и на английском языке. Обратите внимание, над окошком с видео есть две кнопки, перевод и оригинал. Выбирайте ту, которая вам необходима. Переводчик у нас синхронист номер 1 в Москве Денис Успешный. Справа от окошка с видео есть чат. Там проходит вся наша коммуникация. Там, пожалуйста, вы пишите, если у вас есть какие-то технические сложности. Картинка, звук, наши технические специалисты помогут. И туда же, пожалуйста, отправляйте свои вопросы профессору, чтобы мы в конце лекции их задали. Лекция у нас идет час. Ну вот мы тут украли чуть-чуть вашего времени, простите, пожалуйста, постараемся все это компенсировать. Первая часть – это, как правило, мое интервью с профессором, вторая часть – это ваши вопросы, те, которые вы присылали заранее, во время регистрации, и те, которые будете присылать уже сюда в чат. В конце встречи будет возможность пообщаться друг с другом. У вас это такое время для нетворкинга. Ну, и мы очень ценим, когда вы делитесь своими впечатлениями и друг с другом, и с нами. Давайте подключаем профессора. Итак, с нами Вибханшу Абхишек. Это доцент бизнес-школы Пола Мериджа Калифорнийского университета Ирвайне. И тема нашей лекции, я еще раз повторю, звучит так: искусственный интеллект без хайпа, реальная польза, сложности и ограничения. Профессор, добрый вечер. Спасибо вам. Тоже, пожалуйста, извините нас за эту небольшую задержку, но мы с вами сейчас все наверстаем. Смотрите, одна из проблем, которую мы наблюдаем сейчас в связи с искусственным интеллектом, это действительно то, что о нем говорят фактически из каждого утюга. То есть это такой чрезмерный хайп. Газетные заголовки, техногуру приписывают искусственному интеллекту какие-то немыслимые абсолютно и часто неправильно понимаемые результаты. И давайте мы просто сейчас с вами разберемся, почему мы такие большие надежды возлагаем на искусственный интеллект и насколько вообще это оправдано. Спасибо. Вопрос, на самом деле, еще благодаря тему. И говоря вообще, ну, что касается топки, знаете, общества об искусственном интеллекте, мира, матрица, Skynet. Тема искусственного интеллекта, право, то есть изменение пользу. Тем не менее, вопрос, на самом деле, очень что не хайп. И вот в этом я бы хотел перед тем, как я прежде что искусственная новая. Я думаю, что как минимум, наверное, лет 70 начались еще на заре компьютерного интеллекта
And what's also 80-х important to годов, на самом notice деле, is да, как только every сразу time появились AI, there's a significant amount of interest in и AI from всякий the раз, computer вот science когда community. происходит It что-то, was не followed знаю, by как the hype это cycle, какое-то but we новое have had already two AI но winters. So we цикл had новых one AI видов winter хайпа. in Потому the late что кто-то просачивается 1960s, в истории, and then we это had входит another в общество, начинают AI winter какие-то in the 1990s. законы, And и so это все now превращается we'll sort of в see if we see the явление, в third winter of кино, AI в coming or песни. not. Это And really, неудивительно, the reason что these AI winters have это happened is тайнами, the hype was so much и that вот так. the reality did not Знаете, actually одно keep время up with хайпа стало так what it was много, supposed to ужаса, deliver or а based on что the hype. хайп, а что не And so хайп there на самом was деле, a потому lot что of как decline ужас in the interest around нарастут, AI. вот в этом наружу, Now, мы I уже даже personally не знаем, think this time around things как. are slightly И вы знаете, different, and I don't foresee the конечно, third winter of AI coming for a я couple of reasons. One считаю, что is будет there еще is одна волна tremendous искусственного amounts of data available out there, интеллекта. В то же время, especially как like the никогда, kind у of нас data есть that we очень are много producing on social media тем websites. люди, да, генерируем Everything через is being платформы, через transcribed соцмедиа, on через like веб-сайты. services Сейчас, like по сути, Instagram, все из Facebook, себя рождает данные. different social Instagram, Facebook, networks. We are creating tons and tons of интернет information вещей и так далее. that was Тонны, not тонны, тонны available earlier. данных и так далее. The Всего second этого thing that has никогда не будет. happened is И у нас раньше. there is very И вот cheap это, конечно, computing power, огромный, огромный, and важный I ресурс. can essentially И тот факт, rent что out a very big data сила center to do any kind of компьютера, processing его for вычислительная мощность pennies. сейчас And so демократизируется. И that то, что computing раньше power стоило combined with полмиллиарда, the kind of data that's и available really вот makes сказал, AI very powerful. потому что у нас That has also данные been и у нас followed есть up by вычислительные. recent advances Это стоит in дешево. artificial intelligence. Это So, from a сделать то, methodological что point раньше of view or from a technological помыслить, point of view, there has been a lot of advances in language models. So, there is AI now that can almost как с точки create зрения text понимания, like human beings. You have deepfakes теми that you can make anyone умные, say anything that you want. So, there has been a lot of recent advances. And I think all of these things put по together сути говоря, really make языком, который AI a один formidable force going forward. However, I still какой-то believe случай that in popular мощной discourse, силы, there is a lot of hype around AI. тем не менее, And I think it следующая arises for three широкая reasons дискуссия primarily. массы The да, в first one обществе. is И просто there все is a lot of стремятся. money riding on AI. Вы знаете, So, что just in the last year, просто American с точки зрения companies spent коммерции, about $80 billion и on AI technologies. And I think if you look worldwide, that number is probably more than double of $80 billion. So there is a lot of money riding on this, and that's why people want to talk about this. поэтому The вот second эти reason очень I believe that AI has caught on popular attention is there have been тот факт, significant advances in the recent очень 2 популярным, years that are особенно в последние несколько лет, very, very promising, мы right? So I talked about language models like GPT-3 на that can actually write text that is undistinguishable from how a human being would actually write these texts. невозможно You have AI говорить systems developed by настоящий companies like человек. Google that can actually do better than radiologists at detecting many types of diseases. And thirdly, I think we are going to talk about that a little bit later too. Things like self-driving cars are all around. In fact, just an anecdote, 2 days ago, my daughter, who's 3 years old, just told me that the cars, we have a Tesla, and she said the car drives better by itself И знаешь, папа, than when I'm и при actually всем driving it, right? So но we are Тесла будет entering a generation of people where AI интеллект is sort of очень very ingrained in то есть their existence, right? So I think we were sort of the internet важно, generation growing up, but now the generation that's coming around, they have AI integrated as a part of their very growing up часть process, их right? So it's very indistinguishable from other types of детства. То есть они technologies. And I think all of these three это как things lead to the просто kind of на hype технологии. that exists Часть around жизни. artificial intelligence. У нас на планете Now, живут разные поколения, an и important у thing них есть that разный I искусственный always интеллект, point out to он всего practitioners and also хайп my для students разных is the разных successes that we have граждан. seen in artificial intelligence Еще has been знаете, primarily around what we call narrow AI, which is интеллекта. given У sufficient нас так amount of называемые, data, AI то models есть and AI с systems can solve моделями specific problems very well. и So if you think созданы about для решения self-driving, you конкретной think about задачи. Например, tagging ну, cats in videos, или же the very, very specific какие-то AI другие is модели для great. решения конкретных
However, То есть вот, this type of AI is very вот, fragile. It тем не doesn't менее, translate подобный well to искусственный other интеллект, types of problems. So они, as soon as I change the он context just a little bit, им these AI других проблем. systems То start есть у него failing. есть четкие рамки. And И как только so он выходит за рамки, when people соответственно, talk about AI он in the перестает popular sense of the word, they're как talking mostly about general AI, which is very different from экзамен. narrow AI. So general Это AI всего is trying to не create a replica of human intelligence, вот. which Да, essentially или экзамен uh, это is a по сути general реплика. purpose intelligent system То that есть can look at это problems and try to come up with creative solutions by itself. понять, с кем ты говоришь, I personally человек believe или that we are very far from that reality. I think it's going to be at пока least 10, 20 years before менее чем 10 general должно purpose, general AI can actually be realized, or even быть. if it can be realized in the Или next может быть 20 years. So I think it's даже very ну, менее important to distinguish должно sort of the magic появиться. of AI from the reality of AI. I think AI is a very, very powerful tool that can be Конечно, used successfully by companies to increase their top lines, to increase their bottom lines, but they have to be выручки, realistic да, in what to expect from AI and not be driven by естественно, AI. да, что Over to you. может дать и чего он по определению. Екатерина, вам слово. Профессор, спасибо огромное, но я вынуждена сказать, что часть перевода очень плохо была слышна нашим зрителям, и в чате жалуется наша аудитория. Поэтому, коллеги, я слышу все ваши жалобы. Давайте мы сейчас сделаем так. Мы, к сожалению, не искусственный интеллект, я еще раз повторю, и какой-то робот как будто бы вмешался сейчас в нашу лекцию. Давайте мы сейчас перезапустим нашу трансляцию, и буквально там через 5 минут мы вернемся, постараемся наладить звук. Дайте нам такую возможность, пожалуйста. Как слышите меня? Профессор? Да. Коллеги, как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате, все ли хорошо слышно было от меня. Профессор, поскольку часть из того, что вы проговорили в начале, была не слышна нашей аудитории в переводе, пожалуйста, можно ли сейчас коротко просто резюмировать вот эту часть? A lot of that fantasy has been fueled by the American media. So there are a lot of movies and series on how AI is going to take over the world. And clearly now this hype is at all-time highest. Now, when I think about why that hype exists, it's important to go back a little bit into the history and see what has happened with AI in the past, right? AI is not something new. It's been around forever almost, since the beginning of computing. And we have already had two AI inventors. So we had an AI inventor in the 1960s, and then we had another AI inventor in the late 1990s. And typically this has happened because the hype around AI has really surpassed what the reality of AI turned out to be, right? So people lost interest after some time. Now, interestingly, what's important to sort of see is what's going to happen now, right? Are we going to have a third AI inventor? And is the reality of AI not going to keep up with that? I personally think it's a little bit different this time around for three reasons. The first one is there is tremendous amounts of data that is available now because of
all the data that we are generating on social media, online, through our cell phones and whatnot, right? So tremendous amounts of data that can be used to train these AI models. The second thing that has happened is computational power is very, very cheap. And anyone with a decent enough computer can train a lot of these AI models. And thirdly, we have had significant advances in artificial intelligence technology, right? So there has companies like Google, Facebook, IBM have been innovating, and a lot of startups also have been innovating very dramatically in this space. And the last decades has seen amazing improvements in technologies like deep learning, language models like GPT, we call them transformer languages. And so all of these three things together, at least to me, make sure that we will have sufficient amount of AI technology that at least delivers on some of the problems going forward. But I want to come back and talk a little bit about why there is so much hype around AI, right? I think one reason is there is just so much money that is riding on AI currently. So just in the last year, American companies spent about $80 billion in AI investments. And I think that amount would be probably more than double if we look at total AI investments across the world. That's sort of one of the big reasons why people talk so much about AI. The second reason for the hype around AI is there have been some recent advances that have really exposed in a very visceral manner to the common public what AI can do. So if you think about several technologies that we'll talk about a little bit later, talk about GPT-3 type language technologies that can actually produce text distinguishable from human text. This is something that is taking up the public's imagination, right? These types of technology. The third thing that has happened is now, for the first time, we have a generation of people that's growing up with AI as a part of their growing up, right? So I'll give you an example. My daughter, a couple of days back, mentioned that she prefers that my car drive by itself. We have a car, so it can drive by itself than me driving the car, right? And she talks very. She's just 3 years old. She talks to the Google Home all the time and asks us different types of questions instead of asking me questions. So now we have a generation of individuals who's growing up with AI as the very center of their existence, right? So we were sort of the internet generation, and now we have the AI generation that is very much in tune with this type of technology. Now, it's important to sort of look at the successes that we have through AI. I think it's very powerful. It's very successful in a set of areas. But this is what we call narrow AI, which primarily focuses on very specific applications of AI. So given enough amount of data, these AI models or AI techniques can solve very specific problems, right? So for example, identifying cats in videos, right? Or talking to someone over a smart speaker, or even self-driving to some extent. Right? But these technologies are very fragile. If we change the context just a little bit, they don't work very well. And therein sort of lies sort of the downfall of AI, which is people sort of say, if AI has been able to do this, they should be able to do so many other tasks. And they do not realize that the way these models are trained, they can only solve very, very specific tasks. And so when people are talking about AI taking over the world and solving any possible problem, we are talking about what we call general artificial intelligence, which is trying to develop intelligence that almost behaves like a human being, has human-like intelligence that can solve a variety of different problems without specific training on those problems. I think we are very, very far away from that reality, probably 10 or 20 years, if not more. And it's important to realize that even though AI might be very powerful, we should be very realistic in how AI can actually transform businesses and have a major impact. And we should try to distinguish the hype of AI from the reality of AI if we are to sort of really succeed in harnessing this type of technology.
понимать, где мы можем его использовать, а где его касаться не стоит. Екатерина? Да, вот ваша работа конкретно, профессор, да, во многом посвящена экономике совместного пользования, которая в значительной степени на искусственный интеллект опирается. Вот почему искусственный интеллект, маркетплейсы часто вместе рассматриваются? Насколько вообще серьезные технологии лежат в основе алгоритмов того же Uber там, или Airbnb, да? Применяют ли вот такие компании искусственный интеллект для динамического ценообразования? So that's another great question, Katrina. So when you think about marketplaces work because they're trying to match supply and demand, but they're doing that at this is massive scale, right? And to achieve this massive scale, what we really need is a whole amount of automation, right? So think about making a request on Uber, and if there is a person sitting and sort of matching this request that I have as a consumer to the drivers, this is never going to scale, right? There is no way that this person will be able to respond in a timely fashion. So what we need is we need to have automation in a lot of decision making that goes on in these marketplaces. Right? So think about problems like matching supply to demand, pricing on these marketplaces, giving the leaders the right information, giving the drivers the right information. All of these things are automated to be making the optimal decision in a very, very quick manner, right? So intrinsic to how these marketplaces work is a lot of AI technologies, right? So that's one aspect of this. The reason these marketplaces work, another reason for that is they collect a huge amount of data that tells them what is the optimal decision to make, right? So when I request a ride from Uber, or if I go on Airbnb and search for a particular listing, they know what my preferences are, and based on my preferences, they can show me the right set of listings. So on Airbnb, they do not, let's say there are millions of listings on Airbnb, they do not show me everything. They show me things that I might be more likely to book. Right? And so underlying all of that matching problem, matching is a то есть вот эта модель, которая работает именно по принципу матчинга, то есть она соотносит спрос и использует огромное объем данных, вот это происходит автоматически, и это делается на какой-то получение искусственного интеллекта. Дальше. Возьмем такой аспект, то есть, например, Uber, спрос меняется. Много непредсказуемо. Живые люди могут захотеть, поехать. То есть, при этом очень сложно понять, каким является спрос в конкретном времени. Много поэтому Uber использует they do search pricing that can increase the number of drivers who are interested in driving for Uber, right? So it increases the supply on the marketplace. Поездка будет гораздо дороже. И наоборот, so that it can match with the demand, right? So the prices increase a little bit, which maybe has a negative effect on demand, but increases the supply so that this can be matched in real time, right? And again, something like this you could not possibly do with a human being. You need to have these AI-enabled algorithms on pricing that can actually и это было бы невозможно, connection between the supply, the amount of supply and the amount of demand in real time to be able to run the marketplace effectively. Right? So just because of the scale at which these marketplaces operate and the speed at which they operate, we need to have AI algorithms as an intrinsic part of decision making at these algorithms, right? So they do several things. They're trying to predict what the demand is going to look like. They're predicting what the supply is going to look like. They're also making optimality decisions, right? So what does optimal pricing look like? What type of listings should I show to consumers? How should I design my website to have the maximum conversion, for example, on Airbnb? There are all these decisions where AI and data science more specifically is being used very, very significantly to increase profitability of these companies. Рентабельности за компании при наличии оптимальных цен.
Коллеги, я вижу ваши вопросы в чате. Пожалуйста, пишите все, что вы задаете там, мы обязательно профессору чуть-чуть попозже зададим. Продолжайте пока туда свои вопросы сохранять. Я пока продолжаю. Профессор, мы вот и с предыдущими спикерами, да, мы уже просто тему искусственного интеллекта обсуждаем третью лекцию подряд, с разных ракурсов ее рассматриваем, и с предыдущими спикерами в том числе затрагивали вопрос автономных транспортных средств, да, потому что они, наверное, одни из самых значимых и ожидаемых, да, применений искусственного интеллекта. Вот насколько мы далеки от этого сейчас? И с технологической, и с нормативно-правовой точек зрения хочется, чтобы вы именно, да, свои горизонты обрисовали, потому что у каждого они свои. Very interesting question, and I can just only take a guess for Это when we очень can интересный see вопрос, знаете. self-driving technology Конечно, я не everywhere. Right? So подам, I think when we talk about self-driving technology, нет there are different факторов, levels и of self-driving не просто technology, right? And технологии, level и 5 вообще, is когда мы the говорим о ultimate, том, where что a car есть can drive пятый уровень. completely by Пятый уровень itself — without это human intervention. та машина может по любой I дороге think that ехать вообще. for Вот пока self-driving мы, technology to become level 5 но applicable мы к across the этому стремимся. world, we are still То есть, long ways from особенно there. I когда мы think говорим в рамках it's вообще probably всего going to be мира. 10-15 years Одно дело before we can какая-то have причесанные дороги, другое self-driving car дело at level какая 5 autonomy all угодно, да. across the world. Чтобы However, иметь I там think пятый уровень, level да, 4 вот autonomy can be здесь идет very подождать. quickly Но achieved, particularly определенный in уровень countries like автономии US можно and the Western получить world, уже даже where the traffic Запад, is где more хорошую дорогу, predictable. есть предсказуемые The системы technology, регулирования there's a lot of дорожного. sensor technology on the road Там actually that works very well, есть, там and много умных, cars can communicate которые with one оборудованы, да, another. I think these are умного areas where участка. we can get level 4 Там autonomy relatively получить soon. I think in the четвертый next 5 уровень years, I would see that вполне at least реально. Мы это so уже level видим. 4 autonomy is essentially a Кажется, car что that вот can drive автономный mostly by itself with some feedback уровень, четвертый from уровень, это машина, human которая drivers. может So the ехать human driver сама, still needs to be но attentive иногда and ей needs to нужен provide определенный some план, feedback or take over the да, controls то есть как under certain связь или conditions. иногда But by взяться and за руль large, the ехать car would be при driving by определенных itself, right? условиях. Ну, I в think принципе, as of today, we более-менее are четвертый close уровень to level 5 может autonomy. If you look быть at the Tesla cars, уровень. Ну вот, Waymo, for Tesla, example, она we are I think Waymo can вот. do even level 4 Ну, on вы certain very даже restrictive conditions, right? есть So on и certain kinds of roads, разработки, которые Waymo, this is позволяют, a допустим, car обеспечить company пятый by уровень Google, вот sponsored by Google, условий. can do И level 4 autonomy. So I и think Google, Volkswagen, it's going to be a компании. progression. I think the Конечно, holy grail of a world where all Tesla cars can drive и themselves is still больше. 10 years out. Как- And И I think понятно, что particularly because when we look at соседи a lot of countries across the пройдет еще. world, the road networks might not be understood. We might not have enough good maps in И these дороги areas. The новые. internet connectivity might not be there. So there may be a lot of other technological impediments that И другие понятно. even if the Ну, self-driving мы к technology этому идем. exists somewhere in the world, it might be То difficult есть to adopt технология как to that таковая, specific market. другой But at the same time, к тому, I feel that in the US, с одной стороны. we are С другой стороны, close to в level Америке 4 мы autonomy as a commodity. So Tesla has it, is going to have it. уровня. Waymo has it to some extent. Да, вы Companies like Audi and GM are building Audi, their own да, self-driving technology with different partnerships to be able to come up with иметь at least level 4, where the human being партнерские can технологии, needs to дать intervene нам, only in certain cases, but the car can drive где mostly by itself. So I think that's the только в определенных. technology piece of it, right? So the technology is getting there. Поэтому However, I это think there технологии, is going to be definitely a huge regulatory hurdle конечно, in the обязательно mass adoption of these technologies. And I think говорим it's действительно о not so массовом, much about the safety of массовом self-driving cars. It comes really from what's the дело impact их of these безопасности, technologies on labor а markets, right? So if you влияние think about технологий the US in на particular, рынок, trucking or например, logistics is one of the автомобильных, biggest industries. It employs over 4 million people, 4 million people. более 4 And if миллионов self-driving, человек, like real self-driving becomes reality, ну, all of these people will be out of their jobs, когда right? реально And so все we эти need to люди, have a plan да, for кому what нужен these водитель, people are going to do before делать the эти люди, government is нам going нужен to план, allow можем self-driving а technology to то be и приходим adopted на at scale, беспилотник, right?
Всем до because that свидания. means То есть big правительство, unemployment in думая the US, ответственно, and we need to должно have a подумать, plan B for these people, делать right? So I think вопрос I think the technology безработицы, will да, advance more rapidly план than the для regulation around this. And I think that я regulation ultimately is буду going to be the big impediment for просто these technologies actually будет getting adopted at mass scale. замедляющим фактором при внедрении таких Yeah, технологий, over to you. прежде всего. Да, просто когда мы говорим об автономных транспортных средствах, естественно, сразу тут встает вопрос безопасности, да, и вот наша аудитория, тоже наши зрители задают вам вопрос, профессор, насколько вообще легко взломать искусственный интеллект? I think Вы знаете, на самом деле взломать его и таких примеров на самом деле очень много. И наверняка, когда Теслу, вы многие видели, когда Теслу обманули, там, не знаю, с моста в воду, и там было какие-то знаки, и так далее. Поэтому искусственные такие технологии, конечно, и, конечно, по ряду алгоритмов, которые используют обучение, таких хрупких. Это, во-первых. Хотя бы чуть перестает работать. Это очень зависимо от внешних факторов. Во-первых. Во-вторых, тот факт, что эти технологии во многих примерах их служат. Они как бы работают как самые исполнительные пророчества. То есть они могут прогнозировать только то, например, сколько вы знаете, что выбрать билет на самом деле базируется на каких-то моделях. Новый понятия не имеет, да, поэтому дальше будет чтобы это было нормально. Вот, потому что искусственный интеллект может и вот это, конечно, когда он не в курсе того, что мир полностью изменился. И мы как решить проблему? Trying to build in some kind of model of the world, right? So how does the world operate? And can the AI algorithms predict in situations which they have not seen, right? So for example, we can bring in some economic theory to say what happens when prices changes very dramatically, right? And we know from economic theory that the demand would fall very drastically. Vice versa, let's say the demand falls very drastically, we need to change prices, reduce prices so that we can increase demand. Right? So I think this is an understanding that typical machine learning models do not have, but from all the economics that we know, we have that model for the world operates. Right? And so if those are some things that can be incorporated into these models, some of these shortcomings of AI models can be sort of overcome, right? This is some of the work that I've been doing, but several of my colleagues at Carnegie-Mellon and Stanford have been also working on these problems of how to enable AI models to make predictions in cases where they have not actually seen the underlying data, right? So I think to your question, currently these AI models are very, very hackable, and hackers are all the time trying to sort of overcome or oversmart these types of AI models. And we need to have systems or more technologies in place that prevent these systems from getting hacked. Которые позволяют нам в какой-то степени защитить от хакерства такие модели.
Да, но получается, что взломать относительно легко, и такие люди есть, которые могут это сделать. И это на самом деле пугает, потому что мы очень много что завязываем на искусственном интеллекте. Фактически мы стараемся сейчас максимум, да, на этом завязать все, что нас так или иначе окружает. Но при этом люди, которые взломать могут, есть, но специалистов по машинному обучению, по искусственному интеллекту на рынке катастрофически не хватает. То есть вот этих кадров нет. Почему, как вы считаете, и здесь я еще один вопрос сразу задам, насколько вообще сложен искусственный интеллект именно в изучении? То есть вот если руководителям, да, каких-то компаний, которые нас сейчас смотрят, например, они хотят приобрести какие-то навыки искусственного интеллекта, насколько это сложно для них будет? Can you repeat that question once more? I just heard the part of that question. Повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. Я слышу. Да, первый вопрос, почему, несмотря на то, что люди, которые могут взломать искусственный интеллект, хакнуть, да, их, в принципе, вы говорите, много, и взломать искусственный интеллект легко, но при этом хороших специалистов в машинном обучении, в искусственном интеллекте крайне мало на рынке, они в дефиците. Почему? И, соответственно, насколько в таком случае, да, сложен искусственный интеллект, именно вот сама эта система в изучении? Могут ли руководители компаний или сейчас те люди, которые захотят изучить, взять и сделать это? That's a great question, and I think Вопрос, на самом деле, по поводу when you think about artificial специалистов. intelligence and people who are getting trained in artificial intelligence, there is a whole Раз gamut of поговорим people who need to enable this, right? по There is обучению, not one person that can enable профессии. artificial Нет intelligence какой-то and use it профессии, нет successfully. какого-то I think одного it requires станочного an understanding by the отделения. Очень business leaders, it requires должны understanding by понимать, the product managers, it requires как understanding by the data scientists of what to do, какая часть. and then ultimately it И requires understanding by the engineers, right, прочее. who На actually самом деле, put these models то into есть production and can actually write software based on that. есть So I think задача, it's то a есть really a big range of people who are required этого to orchestrate целая artificial команда людей, то есть intelligence and really use this effectively. это It's продукт difficult to команды. find people Вот. И who have таких all the людей, вы skills, правы. То but есть, что, ну, increasingly we are getting sort of people who understand, at least we have и, data чаще scientists who are very good at у нас artificial есть экзамен intelligence, right? They understand the methodologies of artificial intelligence. We математики, то have есть люди, которые engineers занимаются, who are increasingly becoming better at how да, to manage которые data. We call them data engineers, right? How to manage data работают. or ingest То есть data люди so that it can be более of high quality, that it can be просто used ну, просто for людей, creating these которые artificial intelligence пытаются models. расширять What свои we sort of навыки. lack currently И, is но, тем не менее, все enough равно не business хватает people таких. who understand У нас достаточно the количества. nuances Вот of не хватает, when AI can be не used хватает and when людей, AI которые is not the right solution открывать for them to компании, be using. при этом понимать, And really, I think it's not a matter of how difficult it is. I think it's a matter of really having the ожидания. intent to Вопрос understand. Again, на going мир, back to your previous question, the first question, there's a lot of hype на around расчет AI and everyone wants to use AI, but very few people actually in the business world know what's the most effective use of AI. Right? So I think there's a big need to create people who are как не потратить. maybe not as Нам нужны technical, люди, but at least которые understand находятся на стыке the technology бизнеса behind и AI технологий. and sort of the strengths and weaknesses when it can be used Которые and when входят it в cannot be стильный used, АП, and then map them on to business problems that бизнес-кейс, need вот solving. эти люди So I think на that's a вес very золота. important Понимаете? То есть gap люди that могут I see грамотно existing in the market. This is a gap исполнять that и гэпы we have been trying to компании, fill at UC Irvine in our own давать. degree programs and in a lot of the outreach that we do И to поэтому exec неудивительно, administration. что у нас так много лабораторий. But Практически that's definitely a gap that I see in the industry. Very definitely a программы, gap that I see in the industry. программы с университетами, As пытаются far as всячески нарабатывать. sort of looking at data scientists who Да, can actually create these artificial intelligence model and data engineers, фактически I think there is a good дата. pipeline. Of course, there is so much demand Видите, for в these принципе, type of people that просто we do not have вопрос enough рождает people to fill the kind of jobs that are out there. больше But переквалифицируются, I feel there are пытаются этим enough заниматься. structured programs around В computer science, around принципе, программ masters как in в business области компьютера, analytics, masters in statistics, других
teaching соответственно, people the прописывать. right skills that you need to know То есть to become a good data таковые scientist, right? So you know the преподают. technical В этом tools. I think what is вот missing on that end технические is комментарии to есть. be a good Вот. data Чего scientist, you need to have a good то есть context, right? So you just can't be a computer scientist. быть Let's крутым say if you're trying to apply artificial intelligence to a конкретно. problem in retail, for То есть example, you need to have a good enough understanding of retail to really проблеме map где, these а tools для того, onto the problem that you're trying to solve. And I как think это that again конкретно is a gap that is missing, sort of is a gap that needs to be filled in the industry where we вот have этот гэп computer надо как scientists who открывать. do not have Один contextual information, есть, who do конечно, not know очень enough много about advertising or таких знаете, retail or mobility, хорошо, that they can но при этом apply these concepts to то or these есть tools to solving the как раз right на этой, problems, right? And I think если бы that's они where the industry needs не to sort of гораздо ramp более. up Вот and именно develop этому как раз this expertise, this context for people who are entering the экспертизу workforce with the right technical пробел, skills. люди, которые хорошие, и подкованы и в технической Over to you, части, и в бизнес-части. I hope that answers your question. Вам слово. Да, мне слово. Давайте не мне слово, а слово нашим зрителям, потому что они задают вам вопросы, и я вот их сейчас вам буду озвучивать. Мы сейчас с вами обсудили вопрос безопасности, да, но есть еще и другая грань, есть грань ответственности искусственного интеллекта. И вот Елена спрашивает у вас, блочат рекламу предпринимателей, они терпят убытки из-за этого. Максимум, что мы получаем, это, например, извинения от Фейсбука. Да? Что вы можете в связи с этим предложить? Я здесь дополню, потому что, например, та же система, да, и те же проблемы возникают в банках, условно говоря, когда ты подаешь заявку на кредит, и искусственный интеллект тебя отсеивает. Вот вы можете что-то предложить, чтобы минимизировать, скажем так, риски и для предпринимателей, и для простых людей в связи с использованием искусственного интеллекта в этих сферах? Yes, so I think that's Yes, an согласен, area that's very конечно. close То to есть, my heart. и на самом деле Responsible нам очень AI. I близка think for AI to really sort of take its place in the world, we need to have и regulations around понимаю сейчас все AI, больше and we need to develop места, responsible AI. Right. So I think there are two aspects to this. One нормативно-правовая база. is, are we developing Здесь есть два AI аспекта. that doesn't discriminate against certain То type есть, of demographics, right? Certain kinds of people. And we have например, seen как enough cases, да, at least in the US, that I'm aware of, банк and even in other в countries, Америке where и the другие AI страны, has been biased against certain populations, right? да, So, сам по себе for будет предел. example, in the Какой US, there будет has been a lot of тип incarceration of African American people because the AI пропорции models predict for no sort of и understandable сам по reason себе why these так, guys are more то likely он больше to commit more crimes, and того, что, ну, раз ты, ну, и so значит, they are severely penalized, да, right, and put in the jail system. пойдешь в Similarly, we исправительную have seen колонию. examples of Amazon То есть, using AI to recruit talent, или and just because Amazon использует, the data is very набирает biased, a lot людей. of Amazon engineers И are поскольку men, ребят, it discriminates against получается, women. It sort of rejects the application from women, right? And Amazon actually pulled the plug on that AI. это So был случай it's Amazon, там они, very important, first of all, то есть to make одним sure that the AI we are порядком developing is fair and важно, значит, accountable. The second thing that is то very есть important is there давайте, should be a regulation mechanism instituted by governments это around первое, the world that can говорим о track пешках and make повесток. sure У нас that AI is being used in the right fashion, right? And to мониторить your это question of правильно использовать it's интеллект. just not И не fair for узлов, Google to say, и не hey, our algorithm actually did сказать, badly, ой, right? простите, мы We облажали. are Так как sorry. Facebook выходит, I говорит, think that's just not ну, там, sufficient. The мы не challenge дали вам кредит, happens to be that when we look at AI этого не algorithms, right, there is a code that, let's say, a programmer is creating that code to у actually нас и что make the такое, algorithm learn, да, вот and there's the data that model is getting trained алгоритм, on, right? и So данные, if you которые look at any other system, right, if you look at так вот, любую a другую medicine, систему, if you look видите, at как a product, здравоохранение, they are finished фармацевтику, by the time или they hit the market, right? And so let's say if something fails, сначала продукт they can go back and создается, say, и потом you know, this was the fault in that particular правильно? model. И если кто-то, What допустим, happens вы with слышали, AI что technology автомобиль is AI is развивается, sort of almost like a living organism, но
and it Интеллект keeps не так. evolving over time based on the data that То it есть gets не and the AI it keeps collecting. организм, который So at no постоянно. point in time we can То just есть say, okay, this model понял, is frozen создали because Apple, it's continuously коробочку, learning, right? That's the бантик, inherent nature of AI. полку. And so what Нет. that does То есть is when и вот something это как раз fails, it becomes и когда very что-то difficult to шло не say, так, was it the как algorithm бы that was not right or was it the data да, that was not right? And at least if the данные algorithm was not right, you can go and sue Google and say your engineers did not do a good job. But if the да, data вот that you инженеры get from Google, consumers is somehow actually messing up the algorithm, right? Then where does the accountability lie? алгоритмы на Personally, самом I деле think были the хорошие, accountability а lies with the как мы company that is загрузили actually данные, поэтому как раз selling это these models сложно. or using them for their own profits. Что But right now, есть they данные, sort of которые can almost wash their hands and say, it's the data that интеллект screwed up использует. our Да, поэтому algorithm. они So укрывают руку, I говорят, think слушайте, there знаете, needs to be a guideline in тогда, place by the конечно, government должны быть agencies that say, these are the guardrails around AI, right? We определенные want you to регулирования, open которые up your black это boxes да, and вы give открыли us the data that черный you have ящик, trained our models знаете, on, even if it is not all the пока data, maybe a данные snapshot of the вы data. обучили искусственный And we интеллект, need to как test it работает around модель, на different которой был parameters создан, of saying, is the протестировать разные AI параметры, fair? Is it и accountable? то есть Is it doing the right их things не предвзят that it is красен. doing? And Да? То есть in соответствует conjunction with all of that, ли there needs to форме, be severe да, penalties и соответствует when цели. the И вот, AI а если actually это не screws up, так, right? So, for example, let's say in a healthcare setting or an education setting, these are really вот образование, life-changing да. Здесь мы industries, говорим right? о жизни людей, If the AI здесь мы does говорим not о do what it's supposed to do, собственном взгляде. companies should be liable for that type of wrongdoings on Если these AI systems, right? Just saying sorry is not спрос будет enough. So at least that's пользоваться where I интеллектом, stand on this issue. нет, это недостаточно. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Профессор, скажем так, завершая нашу лекцию, я задам вам очень большой вопрос, который будет состоять сразу из нескольких, которые тут задают наши зрители. Наталья спрашивает, как повлияет и повлияет ли вообще искусственный интеллект на поведение человека и вообще на социальные аспекты? И Александр задается вопросом, если вдруг искусственный интеллект осознает себя и как небиологический вид, приоритизирует свое выживание, станет ли это угрозой человечеству? То есть хочется, знаете, такой, во многом просто искусственный интеллект – это разговор о будущем, да, и хочется ваше видение здесь услышать, каким это будущее будет. I think that's a very loaded question. Ну да, вы правы, действительно, многослойный очень вопрос. Вы знаете, искусственный интеллект, как любая другая. То есть это как вот сила, которую мы используем во благо или во зло. И знаете, что она на самом деле усиливает то плохое, что у нас есть. Вот, в другую сторону. Помножить вызовет его кто будет его контролировать. Если это в руках элиты, то есть некоторые компании, людей, это контролировать. Если есть наоборот, как здесь демократизация искусственного интеллекта, и мы видим гораздо больше. Поэтому доступен, да, то есть больше людей имеет доступ к искусственному интеллекту, тем AI becoming sentient and they have their own consciousness and they take over the world. I feel the more realistic scenario is some very rich people or some very powerful people get access to all this technology and конечно, they есть use to богатые control the люди с world, right? странными On the other лицами, side of things, которые like могут. if AI is democratized, right? If Но everyone опять-таки, has access главное, to AI, then we can really look at the golden era of human society, right? You can think вот about это будет. education, Я everyone can считаю, have что access to great золотая эра education, человека. everyone can have access Только to подумайте, great healthcare, образование, we can solve all картов, hunger problems in the world. So AI definitely is a technology that can have all of these impacts, right? It's только something that can reduce the inefficiency in the system dramatically. вот это будет действительно Right? огромная сила And во so благо if добра. it's used for greater Так, good, I think поэтому, it can really да, change the и face of the я human race. And I think
this is an example I можем talk about in действительно my class, that сделать. it can create a И я world часто like a utopian world, like Star Trek, where people are happy, everyone is healthy, everyone has food to eat. But at the same time, if only a few people have access to these technologies and they use this to control the world, we'll probably end up in a very dystopian world, right, where human beings become, or most of the human beings become slave to these technologies, and then all this benefit is reaped by a few people, right? So I think it's not really AI by itself might turn rogue that I'm afraid of. I think what I'm really afraid of is few people using this technology to rule the world. Right? I think we should try to prevent that future from happening. And that's why I feel it's very important for the governments across the world to really start putting guardrails around AI technology, but also who can use these technologies and to what extent. Кто может и как использовать искусственный интеллект, чтобы избежать такого негативного сценария в будущем. В общем, новый дивный мир нас ждет однозначно. Ну, интересно, посмотрим, что будет. Профессор, у вас уже наушник выпал, это будем считать такой намек на то, что нам пора заканчивать. Время действительно наше подходит к концу. Спасибо вам огромное. Извините нас тоже за такие технические небольшие неполадки, но лекция была действительно очень интересная. Спасибо. Я на этом с профессором прощаюсь. Напомню, что это был Вибханшу Абхишек, это доцент бизнес-школы Пола Мериджа Калифорнийского университета Ирвайне. Спасибо вам и до свидания. Коллеги, вам тоже огромное спасибо, что вы пришли и что остались. За это двойное спасибо, несмотря на вот эти технические сложности, которые мы сегодня испытали. Мы обязательно выложим видеозапись этой лекции на наш сайт. Ищите ее в разделе «Лекции с профессорами MBA». Там мы уже наложим нормальный перевод, и те, кто сегодня не смог с переводом посмотреть, посмотрят. Ну а те, кто смотрел в английской версии, если вдруг что-то было непонятно, потом заходите на уже запись, посмотрите, найдете все, что вам нужно. Я хочу вам напомнить, когда мы с вами встречаемся через неделю, 30 июня в 19:00 у нас здесь будет Сумитра Дута, это профессор бизнес-школы Карнеги-Мелона университета, и мы с ним продолжим вот этот цикл об искусственном интеллекте. Его лекция будет о том, как с помощью искусственного интеллекта выстроить эффективную систему управления. Я думаю, что это многим будет полезно, важно, так что приходите обязательно, я буду вас ждать. До новых встреч через неделю. До свидания.